Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, и сегодня, у нас опять Low Level из новогодних коробок 2024, китайский легкий танк Vickers 6 тонн. Вот такой вот уродец, головастик, и сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой машине, и прежде чем мы продолжим, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами передаем слово нашему мехводу Петровичу. Итак, Collision модель нашего Викерса 6 тонн. Ну и давайте смотреть быстренько, да. Все-таки ЛТшка. Броня 15, 12, ВЛД 9, вот здесь 5, 12, ну, ребят, 17, короче, нету брони вообще нигде, полный картон, нас даже первого уровня, мне кажется, танки будут спокойно пробивать не голдовыми обычными снарядами, ну, просто нету брони, легкий танк. Касаемо пушки, пушка у нас, как и танк, второго левела, 47 миллиметровка, ну, условно можно назвать пушкой, но больше похоже на пулемет. Альфа на основном снаряде и на голдовом 60, 90 на фугасе, пробитие на фугасе нищие 23, пробитие на основном снаряде 68, на голде 92, и как для, собственно, пробития на втором левеле в целом, это неплохое бронепробитие. Заряжается пушка на стойке достаточно быстро, 3,1 секунды. Вот, средний урон ДПМ у нас 1200 в минуту, нифига себе. Но точность прямо практически как у арты на любых там 10-9 левелах 0,48. Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Время сведения 2,1 секунды. По оборудованию на этот танк я рекомендую ставить два вида оборудования, там два модуля. Это либо турбина, вот как я поставил, для лучшей подвижности, либо ставить сюда просветленку, чтобы дальше видеть. Но конкретно этот танк я уже прокатился разочек, я рекомендую ставить турбину, потому что он даже на турбине не едет. Вот легкий танк на турбине не едет от слова совсем. Поэтому подозреваю, что без турбины это боль-печаль. По снарядам. Основной тип снаряда у нас бронебойный, скорость полета 488 метров, практически как у арты снаряды летят. Скорость полета, и это, конечно, очень плохо. Невероятно медленная скорость полета снаряда. Голдовый, казалось бы, подкалиберный, и у него тоже по скорость полета 610 метров. Фугас, что с ним даже там разбираться, 488, как на бронебойном, с его-то бронепробитием, и хоть вообще не грузи в танк. По снаряжению, у нас всего лишь, поскольку это второй уровень, у нас только один слот, и я вам рекомендую поставить ремку, потому что, ну, как-то двигаться надо, а вам будут постоянно гусеницы сбивать и прочее, прочее, поэтому хотя бы ремку. Так бы, конечно, ну, я вообще не представляю, как играть без ремки и без аптечки. Ну, убьют экипаж, там, ранят, и что делать-то? Жуть, жуть. Вот на вторых левелах давно не играл. Ладно, по экипажу, 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам, минусам. Вообще, в целом, по этому танку, а зачем он нужен был? Зачем картошка кидает в новогодние коробки прем танки второго левела? Неужто Леста надеется, что мы начнем играть на вторых левелах? Вот честно, там сейчас 50% в этих баталиях играют не настоящие, нереальные игроки, там играют боты. Ладно, касаемо этого танка, все же, да, по огневой мощи. У нас есть УВН, у нас есть комфортное время сведения, но у нас сумасшедшая кривая пушка. Просто сумасшедшая кривая пушка. Да, она быстро заряжается, 3 секунды. Но она просто мега кривая. Неплохое пробитие на голде, но очень низкая скорость полета снаряда, которая вам в совокупности с разбросом, с точностью, попадать в танки будет невероятно сложно. Это касаемо орудия. Теперь касаемо хпучести. 340 хп, ну, как для второго левела легкого танка этого достаточно. Ну, казалось бы, да. Теперь, вспоминая, опять же, это хп, да, с броней. Вот переходим к самой большой странности по этой машине. У нас нет брони. Нету брони.
У нас написано 39 вперед, 17 назад, 13 лошадей на тонну удельная мощность. Ребята, если наша уделка на легком танке менее 25 лошадей на тонну, это значит, что свою максималку, а в данном случае нищую в 39, этот танк будет набирать полкарты, ему надо проехать, чтобы он набрал свои 39. То есть уже сейчас можно говорить о том, что эта ЛТшка очень медленная. Она не едет от слова совсем. Тогда у меня возникает очередной резонный вопрос. А что это тогда за ЛТ? Нету брони, легкий танк. Так почему он не едет? Почему вы не сделали быстро? Как играть в песке? В песке на лоу-левелах нужна подвижность. Если танк не подвижный, значит у него должна быть броня. Нету брони, должна подвижность. Жесткое правило. Этот танк, ну это все, ребята. Значит, понятно, что у него есть незаметность, поскольку это все-таки ЛТшка, там почти 30%, да. Причем, во-первых, незаметность у меня только вот у данного экипажа качается. И у нас есть, кстати, посредственный, реально посредственный обзор в 315 метров. Вот, считаю ненужным танком, уже еще до того, как мы выйдем сейчас в бой, ненужный подарок от Леста, еще и в новогодних коробках, кусок говна. Прям реально лютый кусок говна, потому что танк без подвижности. Отправляемся в бой, посмотрим, на что эта машина способна. Так, господа, у нас обзор боя. ЛТшка китайская. Да, второго левела. Прем ЛТшка. Из новогодних коробок 2024. Сейчас попробуем ее боем, да. Интересно. Подвижности у нас нету. Нам на зеленку ехать нет смысла. Мы передвигаемся как тяжелый танк. Видите, что тут делается на вторых левелах? Вот, бот за мной. Оп. Вот он. Сзади бот едет. Союзник бот, да. Броня не пробита. Ну, точность хорошая. Была. Попадание по модулю. Сводится долго пушка. Блять, вы представляете, что делают на союзниках? О, хороший выбор. Готов. Хороший. Проверь-ка. Вошло как в масло! Меткий выстрел. Пробитие! Даже не думайте попадаться мне на глаза. Да, с нашей подвижностью тут настрелять такое себе. 365 урония. Такое, да-да. Пока доедешь, их сейчас всех там перебьют. Вот они имбы. М2 Light. Пожалуйста. Ну, как против него играть?
Да это бесполезно, я же говорю. Ну, очень маленькая, слабая подвижность на этой машине, ребят. Для вторых левелов этот танк не актуален. Хоть он и быстро достаточно заряжается. Неплохой, кстати, пробитие на голде. На обычном даже не пробовал. Но основной минус этой машины: нету сейчас играбельной техники на вторых левелах с маленькой скоростью. Если у вас в песке танк еле ездит, вы ничего не будете успевать настреливать. И эта машина тому подтверждение. Ну, господи, это легкий танк. Ну, сделайте ему подвижность. У него нету брони. Ну, нету брони вообще. Почему же он ездит-то так медленно? Ну, что это такое? 39 вперед. Меньше 15 лошадей на тонну. Говорит, что здесь двигатель даже не от газонокосилки. Он от кухонного блендера, от ручного стоит. Поставьте сюда хотя бы от соковыжималки, а лучше от газонной косилки, чтобы танк ездил там хотя бы 55. Ну, зачем этот танк в виде подарка из новогодних коробок вообще дали? Ну, смысл в нем никакого вообще. Ни брони, ни подвижности. Ну, если, я считаю так, особенно это сильно для песка. Важная вещь. Если нету подвижности, вы назовите танк хоть легким, хоть средним, хоть каким. Вот нету подвижности на танке, значит, на нем должна быть броня. Нету брони на танке, значит, должна быть подвижность. Все, физика, закон. Другого не дано. Эта машина ломает все законы физики в танках. У нас нету ни брони, ни подвижности. Кусок дерьма. По пятибалльной системе машина заслуживает 2 балла. И я считаю, что... Я просто коллекционер, я ее оставлю в ангаре. Но вам, обычным танкистам, я считаю, что она только занимает зря слот в ангаре. Поэтому рекомендую к продаже эту тачку. И даже не беспокойтесь, никакую имбу вы не продадите. Кусок дерьма, за который выручите хоть чуть-чуть серебра. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.